Для работы нам потребуется органза шириной 4 сантиметра, бабочки, тюльпан, шаблон для бантика в 3 размерах, полубусины и заколочка, уточка размером 5,5 сантиметра. Берем отрезки лент органзы размером 50 сантиметров, 65 сантиметров и 80 сантиметров. Два отрезка пока уберем. Берем отрезок размером 50 сантиметров. Для этого нам потребуется шаблон размером 9 сантиметров. Будем из него делать бантик. Обработаем края. Органза у нас идет по краю леска. Обязательно надо будет обработать. И вот где леска, ее немного прилепить к ткани, чтобы она у нас в дальнейшем не выходила. Отмечаем середину. Берем иголку с ниткой, прикладываем. Вот так должно получиться у нас. Берем иголку с ниткой, прошиваем бантик. Стягиваем. Первый слой бантика готов, пока убираем в сторонку. Далее нам потребуется шаблон размером 10 сантиметров. Также нам потребуется лента органза размером 65 сантиметров. Обрабатываем края, отмечаем середину. Прикладываем органзу к шаблону. Будем шить самый простой бантик с помощью шаблона. Также можно шить без шаблона. Стягиваем. Второй бантик готов. Убираем в сторонку. Далее берем третий шаблон размером 12 сантиметров. Также берем органзу размером 80 сантиметров. Края я обработала, я отметила серединку заранее. Также прикладываем к шаблону и будем шить самый простой бантик.
Иголку не убираем. Так, это у нас третий бантик. Это будет самый нижний бантик. Берем бант размером 65 сантиметров. И самый маленький бантик прикладываем сверху. Теперь будем пришивать бантики. Накладываем их друг на друга. Сначала пришьем второй бантик посередине. Пришили. Теперь прикладываем последний бант верхний. Точно так же пришиваем. Берем такие готовые тюльпанчики, заказывала их на Тему, очень хорошего качества. Будем формировать из него бантик. Для этого складываем тюльпанчик следующим образом. Не делаем слишком такие, знаете, большие вот ушки, потому что они в дальнейшем будут некрасиво смотреться. Небольшие такие делаем, аккуратненькие, чтобы очень симпатично они у нас смотрелись. Такие вот, сейчас скажу примерно размер. 3,5 сантиметра. 4 сантиметра, если так сказать точно. 4 сантиметра. Закрепляем все иголочкой с ниточкой. Такой аккуратный бантик. Приклеиваем. Далее нам потребуется небольшой отрезок органзы размером 4 на 7,5 сантиметров. Это даже может быть много. Сейчас мы сделаем серединку. Что будет лишнее, мы просто отрежем. Да, будет лишнее. Сейчас отрежем. Обработаем. Сейчас все уберем. Все, закрываем. Кстати, органзу я тоже заказала на сайте Тему. Хорошего качества. Никаких затяжек нету на этой органзе. Очень послушная. Ткань плотная. Так, далее. Будем декорировать этот бантик бабочками. Берем такие вот бабочки шифоновые. Будем пришивать к бантику, к низу бантика. Выбираем места. Сначала заводим иголку. С обратной стороны бабочки я буду закрывать вот такими вот стразами, полубусинами, точнее сказать. Наносим клей. Приклеиваем.
Также эти бабочки у меня идут двухслойные. Я хотела бы, чтобы у них верхние крылышки именно вот так стояли. Для этого я нанесу клей между крылышками, чтобы зафиксировать их. Чтобы они не закрывались. Смотрите, вот так открытые. И с этой стороны точно так же сделаем. Вот так красиво получается. Также пришиваем вторую бабочку. Уже пришью на верхний слой бантиком. На нижние края бантика я пришила бабочки. Теперь осталась последняя, третья бабочка. Также я ее пришила стразы, чтобы они не упали. И раскрыла между крылышками, намазала клей. Сейчас будем приклеить посередине бантика. С обратной стороны приклеим заколку уточку размером 5,5 сантиметра. Вот такой вот красивый бант у меня получился, весенний, нежный, очень легкий. Сделала его на заколке уточки. Очень красиво смотрится, особенно из вот таких вот тюльпанчиков. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!